Америки поражает, восхищает, покоряет. Одно из природных чудес света – водопад Игуасу на границе Бразилии и Аргентины. Эти фантастические виды, удивительные цветы и птицы просто не отпускают. Так в свое время случилось с Деннисом и Анной Кроукамп. Они приехали сюда в 93-м и уже в 94-м, да-да, всего через год, открыли, чуть ли не сразу ставший знаменитым, парк птиц. Познакомились супруги Кроукамп в Намибии, куда Анна приехала работать ветеринаром. Спасенный ею птенец серого попугая стал первым из десятков птиц, очень быстро заполонивших их дом. Любовь к птицам переросла в страсть. В Игуасу супруги приехали помогать другу Денниса в создании крокодильей фермы. Не знаю, что получилось с крокодилом, но Деннис и Анна остались здесь навсегда. Они купили 16 гектаров тропического леса и, потратив все свои сбережения, через год, как я уже говорил, открыли свой парк птиц. Парк, где часто теряешь чувство реальности. Ты просто гуляешь по тропическому лесу, по которому кто-то заботливо проложил дорожки. Потом уже мы узнали, что ощущение дикой природы не случайно. При строительстве парка, точнее его обустройстве, не было вырублено ни одно дерево. И, конечно, в этом лесу невероятное количество птиц, которые часто выскакивают на дорожку и совершенно не боятся людей. А наш любимец еще по Амазонке, удивительный тукан, выпрашивает чего-нибудь вкусненького. Кстати, мы думали, что тукан – родич попугаев. Оказалось, что его ближайший родственник, как вы думаете? Подсказка. Обратите внимание на его длиннющий клюв. Да, тукан из семейства дятловых. На соседней жердочке восседает гордый гололицый кракс. А его родственник, кракс митл, особая гордость парка птиц. Эту птицу уже не встретишь в живой природе, а здесь каждый год появляются на свет десятки новых птенцов. Вы спросите, откуда в парке так много птиц? В самом начале спасали и привозили птиц, конфискованных у контрабандистов и от которых отказывали зоопарки. Ведь чаще всего пернатые были с переломами, ранами, не способные летать из-за подрезанных крыльев. Сейчас в парке более 1000 птиц, 200 видов. В основном они все гуляют на свободе. Ну, кроме хищников, конечно. А еще можно зайти в гости к попугаям всех цветов и оттенков, которые живут в огромном птичнике и навряд ли ощущают свою несвободу. Настолько этот птичник огромный. Для полноты картины снующие вараны и броненосные, да, те самые черепахи. А внизу под мостиком, возле озера, греются на солнышке крокодилы и маленькие черепашки. И совершенно замечательный павильон бабочек. Вот такой уголок Атлантического тропического леса. Блаженство, покой, а рядом, в полукилометре, буйство дикой природы, водопад Игуасу. Но он, конечно, заслуживает отдельного рассказа.